Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас уютная такая теплая тема. Очередные следочки. Яркие, красивые, необычные. Таких мы еще не вязали. Поэтому предлагаю присоединиться. Узор очень простой. Вот настолько простой, что свяжет абсолютно каждый. Просто столбики с одним накидом. Предлагаю посмотреть. У меня слонимская пряжа, 4 сложения. Делаем вот такой кружочек. Такой вот. И в круг вытягиваем петельку. И в круг наша задача провязать 1, 2, 3. Это тоже столбик. 15 столбиков с одним накидом. 15 столбиков с одним накидом. Показываю самый простой набор для среднего взрослого размера. Таким образом мы вязали уже несколько раз. Набираем в круг 15 столбиков, потом хорошо вот так вот затягиваем. И по очень простой схеме 15 набрали. В следующем ряду в каждом столбике провязываем по 2, получаем 30. И еще в третьем ряду набираем, провязываем столбик с одним накидом 1, потом из одного 2, 1 из одного 2 и получаем 45. 45 это наш основной набор, с которого мы начнем вязать узор. Провязали наши начальные рядочки, 15 столбиков с одним накидом. Теперь 30, то есть мы провязываем в каждом столбике по 2, 1, 2, 1, 2. Третий ряд 45 столбиков, это в первом столбике провязываем 2, потом 1. В следующем 2, 1, 2, 1. Таким образом мы прибавляем 15 столбиков, получаем 45. И четвертый ряд мы вяжем просто столбик с одним накидом в каждый столбик. Вот. Я вяжу поворотными рядами. Так удобнее. С соединительным столбиком, вот самую первую петельку нашу, соединяем. Что такое поворотные ряды? Мы вяжем по кругу, потом разворачиваемся и опять вяжем по кругу. По кругу поворотными рядами. 3 воздушные петли подъема, это считается за столбик. Считаем 1 столбик, 2 столбик с одним накидом, 3 и 4. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 провязали, и вот наш столбик, с которого мы начали вязать, вот так вот подхватываем 2 ниточки и провязываем соединительный столбик. Идем дальше, ничего не пропускаем. Столбик с одним накидом 1, 2, 3, 4. 4 провязали, опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять за 2 дужки беремся, соединительный столбик, провязали. Вот таких вот петелечек у нас должно быть 7 штук. 7 штук связали и просто-напросто довязываем столбики с одним накидом. 7 раз у нас вот такая должна быть петелька. Мы ничего не пропускаем, вяжем все столбики, какие у нас встречаются. Столбик с одним накидом. Так и вяжем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 столбика последних. Вот таким образом соединяем. И опять вяжем дальше. Мы провязали 5 ряд. 4 столбика с одним накидом петля. 4 столбика с одним накидом петля. И таких петелек у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После 7 петли вяжем просто столбики с одним накидом. Провязали.
Теперь наша задача соединить. Мы вкалываем крючок в первый столбик, присоединяем белую ниточку. Можно вязать в один цвет, в два цвета. Я показываю для того, чтобы было наглядно видно, поярче было видно. И в то же время следочки будут достаточно красивые. Провязали. 1, 2, 3. Это воздушные петли, это столбик. Я вяжу поворотными рядами. То есть наша задача провязать все столбики до петли просто столбиками. Там, где у нас нет петли, это у нас будет следочек. Там, где мы наступаем на ножку, и петли, они немножко будут выделяться, будет неудобно ходить. Поэтому стельку мы вяжем просто столбиками с одним накидом. Доходим до петли, вот этот столбик, мы его тоже вяжем. Провязали. Теперь 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно так же, подхватывая 2 дужки от первого столбика и предпоследнего, провязали. Петлю, она нам не нужна, мы ее просто вот так вот уберем, как будто мы ее вообще не видим. И сразу же следующий столбик, ничего не пропуская, вяжем. Вот и весь, в принципе, узор, который нам нужно будет повторить несколько рядочков до пяточки. То есть мы вяжем 4 столбика между петлями, так же как в первом ряду узора. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель с соединительным столбиком соединяем. Убираем петлю, чтобы она нам не мешала. И следующие 4 столбика вяжем. Вот это основной узор. Можно вязать в один цвет, можно в 2, можно в 3. Тут смотрите по остаточкам пряжи. Очень хорошо, очень удобно задействовать остатки пряжи. И в то же время у нас получается плотный следочек, у нас просто столбики и петли. Вот, мы вот так провязываем. Это у меня изнаночная сторона, да? Это не важно на какой стороне. Мы, вот наша петелька. Потом, когда все свяжем, мы просто вот так вот возьмем и сложим вот так вот. Одну петельку в другую. И все будет очень красиво. Смотрите, как получается. Получается вот такой узор я сложила. Вот мой последний рядочек. Вот все воздушные арочки я сложила в такую красивую косичку. И хотя, казалось бы, просто столбики, смотрится очень нарядно, очень красиво, интересно и достаточно плотно, как мы любим, чтобы следочек был теплый и в то же время красивый. Там, где у нас мы будем носить следочек, просто ровные ряды. Вот. То есть наша задача провязать таким несложным узором, согласитесь, он несложный совсем, до пяточки. Ноги у всех разные, но вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Важно закончить синим цветом, потому что пяточка у нас будет синяя, и мы синим цветом заканчиваем вязание. Вот. Мысочек синий и пяточка будет синяя. Основа будет вот такая цветная. То есть наша задача все ряды вяжем просто столбиками, можно по кругу. Если вам сложно вязать, не знаю почему, по какой-то причине поворотными, по кругу просто вяжем 4 столбика петля, 4 столбика петля. Там, где следочек, мы не вяжем просто столбики, и опять 4 столбика петля, 4. То есть тут настолько все просто, я думаю, что справится абсолютно любой начинающий. Вот 4 столбика провязали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И продолжаем вязать. Пропустили петельку и вяжем опять 4 столбика. 4 столбика петля, 4 столбика петля. Все. Таким образом, наша задача связать с вами до пяточки. Вяжем, вяжем, вяжем. До пяточки провязали.
у меня вот такие столбики пошли. Я вяжу поворотными рядами, но это на самом деле не важно. Довязали, все наши петли соединили красиво и вяжем такой рядочек. Нам нужно эти петли, чтобы они не распустились, ввязать в общий узор, а уже потом вязать пяточку. Что для этого нужно? Мы провязываем, смотрите, вот столбик, который у нас есть, раз, и петлю захватываем, 2. Идем дальше. Вяжем 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 провязываем не до конца, подхватываем петельку и провязываем все вместе. Идем дальше. Таким вот несложным способом. 1, 2, 3, 4 столбик провязываем и ввязываем нашу петельку. Вот что у нас получается. Ну, просто-напросто привязали вот таким образом нашу петельку в узор. Довязываем до конца ряда, и нам нужно распределить узор на пятку. Узор на пятку будет простой, просто столбики с одним накидом. Провязали весь рядочек до конца, все соединили. Теперь ниточку надо отрезать. Почему? Потому что вывязывание пяточки у нас будет с другой стороны. Можно соединительными столбиками перейти, можно, но это будет не очень красиво. Пропускаем 1 красивый наш узорчик и 2 вот сюда. Вкалываем крючок. 1, 2, 3, 4 пропускаем. Давайте поставим маркер. 1, 2. 1, 2 узора с одной стороны пропустили и 2 узора пропустили с другой стороны. Вот. Так, еще раз. 1, 2. 1, 2, вот сюда. И мы начинаем вязание в обратную сторону. Уже получается в любом случае поворотными рядами вяжем пяточку. Просто столбиками с одним накидом. 1, 2. Перед петлей 3-го узора. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем в обратную сторону столбики с одним накидом до маркера. Потом разворачиваемся и вяжем в обратную сторону. Вот таким образом. Вяжем, 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 вяжем до маркера. Маркер провязали, 3 воздушные петли, вяжем в обратную сторону. И вот таким образом вяжем на размер вашей пяточки. Она у всех наша разная. Просто-напросто нужно измерить. Провязали, померили по своей стопе, по носочку, по любому носочку на тот размер, который вы вяжете. До пятки довязали, пяточку провязали и идем дальше. Провязала вот такую я пяточку. Это получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядочков. Просто столбики с одним накидом выворачиваем на изнаночную сторону. Соединяем первый столбик с последним. И просто-напросто столбиками без накида я провязываю туда и обратно. То есть вот так подхватываем с одной стороны, с другой стороны столбики и провязываем. Получается шовчик. Шов этот на пяточке, он никак не мешает. Я их все свои следочки ношу, я их дарю своим родственникам, подружкам. Все носят, всем нравится. И шов не мешает. Привязала туда-обратно, выворачиваем. И теперь наша задача сделаем воздушную петельку, провязать полустолбиками
по всему периметру. Полустолбик, раз. И вот я вяжу между столбиками в пространство и в сам столбик. Опять вот между столбиками прям видно и за стенку столбика. Вот таким вот образом. 2 рядочка. Если вы хотите повыше, как носочек, можно провязать столбики с одним накидом, провязать резиночку рельефными столбиками лицевой и изнаночной, и у вас получится носочек. У меня это пока следочек, носочки будут чуть позже, поэтому я обвязываю вот таким вот образом. 2 ряда. Провязала 2 рядочка, можно больше. Присоединяем ниточку, отрезаем. И еще один рядочек. Белой ниточкой я хочу связать, можно синий, а белый для контраста, для того, чтобы немножечко сделать поярче, предлагаю вязать таким вот образом. Точно с того же места мы начинаем, со шва. Вот. В первую петлю привязываем ниточку и делаем вот что. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Конечно, нитки мы все запрячем. И в эту же петлю соединительный столбик. Переходим в следующую соединительным столбиком. Так, ниточки нам мешают. Вот так вот. И вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно не вязать, это я так, для украшения. Переходим в следующую. Вот. Что получится? У меня получилось вот так. Вот такая бахрома. Вот. Ее можно прогладить, вот так сложить. Можно ее не гладить. Ну, вот такая будет просто красивая обвязка. И наши следочки будут готовы. Они у меня получились немного широковаты, но это тоже неплохо. На широкую полную ножку мы с вами набирали 15 воздушных петель. А если ножка стройненькая, вернее худенькая, можно набрать 12, сделать потом 24 и 36. Это будет на худую ножку. Вот, у меня получилось на такую, на полненькую. Это слонимская пряжа в 4 сложения. Но согласитесь, симпатичный достаточно узор. Смотрится красиво, ярко. Надеюсь, вам идея понравится. Тем более, что на носу у нас осень. Надо укрепляться, утепляться, но красиво. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. До новых встреч. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и вяжем вместе тепло, красиво и уютно.